друзья, мы находимся на торф-предприятии в Нижегородской области. Компания ведет добычу торфа для последующей переработки и продажи. Никак у нас не удавалось снять корчеватель пней. Наконец-то его починили. И сегодня в данном видео мы покажем, как он работает. Работает в паре с трактором Т-130 или Т-170. Поправьте меня, пожалуйста, если я ошибаюсь. Здесь у нас прицеп тянет ДТ-75. Прицеп на гусеничном ходу, потому что на колесном ходу здесь передвигаться невозможно. Такой объем материала попадает в прицеп. Прицеп выгружается. И далее все повторяется по новому циклу. Можно увидеть, какое огромное количество древесины находится в земле. Данный корчеватель очень сложно транспортировался, потому что у него просто огромные размеры. Я не знаю, на видео это заметно или нет. Ширина порядка 6,5 метров. Привозился разобранный, распиленный на несколько частей. И в течение нескольких месяцев ребята собирали из кусков рабочую машину. Заглубление порядка 40 сантиметров ниже уровня земли у машины. Все, что находится в земле, она поднимает и забрасывает в прицеп. Выглядит, конечно, монстрообразно. Пишите, ребята, кто работал на таких машинах или видел их в деле, существуют ли они сейчас, сохранились до настоящих времен. Там дальше мы можем видеть, куда складывается материал. Я думаю, что он не вывозится, просто перегнивает. И потом ребята его используют на торф. Да, надо отдать должное, конечно, компании, что данная техника по-прежнему работает, полностью в рабочем состоянии. Это уникальные машины, которые еще переживут нас вместе с вами. Да, установить год выпуска данной машины у нас не получилось, но то, что ей больше 30 лет, это однозначно. Поговорил с клиентом, очень большую пользу приносит данная машина, потому что работа других навесок, типа торфяных фрез, она очень сильно усложняется, и из-за такой высокой сорности такие уникальные вещи можно увидеть в Нижегородской области. Кротам не позавидуешь сегодня. Нигде. Данный корчеватель практически спасли, потому что его планировали отправить в металлолом. Но ребята вовремя подсуетились, не дали это сделать, и очень благодарны, что он у них появился в хозяйстве. Все, буквально машина проехала метров 100. Прицеп полностью заполнен древесной массой, остатками пней и корней. Сейчас покажу волки, куда все это выгружается. Подходить опасаюсь поближе к данной машине, поэтому делаю приближение цепной привод. Да, он уже барабан поднял, не работает, потому что некуда уже грузить материал. Ребята зашли на новые карты по разработке, они очень засоренные. Сейчас идет подготовка к их очистке. На какие-то участки получается лицензия параллельно. Работа кипит полным ходом. Прицеп полностью заполнен. Такое количество материала, подобранное из земли уже. Да, заказчик меня подправил, наш клиент
Заглубление укорчевателя не 35, а 40 сантиметров. Где он произведен, модель сказать сложно, поэтому, если кто в теме, пишите, пожалуйста. Будет очень интересно узнать, когда эти машины выпускались, сколько лет назад, и их название. Устали от ремонта роликов, запчасти слабые, железо точит. Вот сейчас дорабатываем, поставили рельсу, короче, ездим и не дуем. Рельсу? Вот рельса между роликов, верхних натяжных. Установили рельсу. Да, ребята молодцы. Вот такие огромные фракции материала лежат в земле. Но вот как их доставать, скажите, другим способом? Ну, просто нереально. Все это высыхает. Какое-то время будет гнить, наверное, несколько лет. Но клиента это устраивает. Вывозить это, наверное, дорого и неэффективно. Да, нас накрыл дождь с сильным ветром. Дрон запустили ненадолго и сразу же посадили. Боялись, что он улетит куда-то. Здесь у нас работа на погрузке торфа. Работает Амкадор 342 и вывозят те же ДТшки с телегами на гусеничном ходу. Ну, сейчас, наверное, Радога будет. Какое-то несоответствие. Здесь 9 номер, там 4. Колеса, конечно, шикарные у Амкадора. Так выглядят рабочие органы. И можно увидеть, какого размера материал достается из земли. Погружной бункер. Прицеп у нас сейчас уехал выгружаться материалом, который уже собрали. Широкой гусянки. Приводится в движение через кардан. Редуктор, вал, и там уже цепная передача я показывал на видео. Такая уникальная машина работает в Нижегородской области. Да, каких-то несколько минут и прицеп заполняется полностью. Практически полный. Не проезжает даже 100 метров, такая засоренность огромная. Вот, нашли, кстати, табличку. Довский, Торфянова, машиностроение. Год выпуска 1970 какой-то. Получается, ему больше 50 лет. Больше 50 лет машине.